В августе 1918 года в туринских цехах компании Fiat появился первый итальянский трактор Fiat 702. Этот трактор стал не просто техническим достижением, он заложил фундамент для целой династии сельскохозяйственных машин, влияние которых ощущается до сих пор. Друзья, всем привет! Сегодня погружаемся в истоки итальянского тракторостроения и знакомимся с трактором Fiat 702. Начало 20 века – это время больших перемен, в том числе и в сельском хозяйстве. Катализатором этих перемен стала Первая мировая война. Миллионы крестьян и лошадей были мобилизованы для военных нужд. Поля остались без рабочих рук и тягловой силы. В Италии ситуация была особенно критической. К 1917 году из-за сокращения сельскохозяйственного производства продовольственная безопасность страны оказалась под угрозой. Чтобы компенсировать нехватку традиционной рабочей силы, правительства европейских стран начали массово закупать трактора, преимущественно американского производства. Именно в этих условиях итальянские инженеры компании Fiat приступили к разработке собственного трактора, который должен был не только решить проблемы военного времени, но и стать основой для послевоенного восстановления сельского хозяйства страны. Компания Фабрика Итальяна Автомобили Торино была основана Джованни Аньелли в 1899 году. Уже в первые годы своего существования Fiat проявила интерес к различным видам моторизованной техники, от автомобилей до авиационных двигателей. Джованни Аньелли был убежден, что его молодая компания должна заниматься всем, что оснащено двигателем, включая тракторы. В 1916 году инженеры Fiat начали изучение тракторной техники. Они исследовали сотни тракторов, локомобилей и мотоплугов, представленных на рынке. Особое впечатление на них произвел американский трактор Fordson F, прототип которого проходил испытания в Италии. В отличие от большинства тракторов того времени, где все узлы крепились на металлической раме, у Fordson двигатель и коробка передач сами служили основой конструкции. Остальные детали трактора крепились прямо на них. Именно данная концепция и вдохновила инженеров Fiat на создание собственной сельскохозяйственной машины. Первые прототипы трактора, получившего обозначение 702, были собраны в Турине на заводе Corso Dante. В то время он выпускал грузовые автомобили Fiat 15 Ter и Fiat 18 BL. В августе 1918 года Fiat 702 был представлен правительственным и военным чиновникам. Прототип чиновникам понравился, что придало уверенности для запуска серийного производства. 28 ноября 1918 года Совет директоров Fiat принял решение о создании сельскохозяйственного подразделения компании и производстве 1000 тракторов. Почему для первого трактора был выбран индекс 702? Скорее всего, это какое-то внутреннее обозначение модели, не имеющее отношения ни к ее порядковому номеру, ни к техническим характеристикам. По крайней мере, следующая модель выйдет через 8 лет под индексом 700. Если знаете почему, напишите в комментариях. Сердцем трактора Fiat 702 стал четырехцилиндровый двигатель 18BLR объемом 6,2 литра. Он имел мощность до 30 лошадиных сил и представлял собой адаптированную версию силового агрегата грузовика Fiat 18BL. Двигатель был рассчитан на работу как на бензине, так и на керосине, что в условиях военного и послевоенного дефицита топлива было очень важно. На тяговом крюке трактор обеспечивал 18 лошадиных сил, а на шкиве отбора мощности 25. Особенностью двигателя была интегрированная конструкция блока цилиндров и головки, отлитых из чугуна как единое целое. Сейчас это кажется немного странно, но на некоторых ранних двигателях такой подход действительно применялся, причем не только в тракторных, но и на авиационных. Это обеспечивало повышенную жесткость и надежность конструкции. Газораспределительный механизм имел нижнее расположение клапанов. Сбоку в блоке был люк, под которым находились регулируемые толкатели, штанги и пружины клапанов. Система охлаждения была жидкостной. Привод вентилятора от коленвала осуществлялся через клиновой ремень. Это было передовым решением, так как все остальные производители того времени использовали плоские ремни. Клиновой ремень обеспечивал меньшее проскальзывание и более надежную работу при различных погодных условиях.
На двигателе был установлен центробежный регулятор оборотов, который ограничивал максимальную частоту вращения коленчатого вала на отметке 900 оборотов в минуту. Fiat 702 имел безрамную конструкцию. Подобно трактору Forza, двигатель, КПП и мост Fiat 702 имели крепкий мощный корпус и являлись структурной основой трактора. Такая компоновка упрощала и удешевляла стоимость массового производства. Сцепление трактора было многодисковым. При этом, когда педаль была не нажата, сцепление было выключено. Крутящий момент на двигателе на КПП не передавался. Для движения трактора необходимо было нажать педаль, которая сжимала диски. Во время работы педаль можно было зафиксировать в нижнем положении с помощью стопора, который легко отключался движением ноги. Трансмиссия имела трехступенчатую коробку передач и реверс. Максимальная скорость составляла 24 км в час, что было достаточно как для полевых, так и для транспортных работ. Трактор имел массу 2700 кг. Производство трактора Fiat 702 продолжалось с 1919 по 1920 годы. За этот период было изготовлено около 1100 экземпляров этой модели. Главными эксплуатационными достижениями были превосходная маневренность и низкий расход топлива. Fiat 702 был специально создан для тяжелых, неоднородных и часто холмистых европейских почв, что позволяло ему эффективно работать там, где американские тракторы не справлялись. Он мог тянуть четырехкорпусный плуг и обрабатывать до 1 гектара земли на глубину до 20 см всего за 1 час. Тот же Forza F за аналогичный промежуток обрабатывал лишь полгектара. Трактор успешно участвовал и выигрывал соревнования по вспашке в Великобритании, Бельгии, Аргентине, Франции и Индии. Эти успехи демонстрировали качество итальянской инженерной мысли и приспособленность трактора для работы в различных почвенно-климатических условиях. В 1920 году была представлена модель 702А. Внешне 702А был идентичен оригинальному 702, за исключением уменьшенного диаметра шкива отбора мощности. Также на тракторе был установлен 25-сильный двигатель 18BL объемом 5,6 литра, который ранее использовался на прототипах базовой 702 модели. Всего было произведено 627 единиц модели 702А. В попытке расширить рынок компания Fiat переоборудовала 702А и продавала трактор железным дорогам, фабрикам и портам, как модель 702AF1. Этот трактор оснащался стальными колесами и предназначался для перемещения железнодорожного подвижного состава на заводских подъездных путях, а также для маневрирования трамваев. Данная версия весила около 4000 кг. В 1923 году была представлена модель 702B. На нем устанавливался базовый 30-сильный двигатель 18BLR, объем которого был увеличен до 6,5 литра. Также были увеличены максимальные обороты с 900 до 1100 оборотов в минуту. В том же году была представлена модель 703B. Это была модификация трактора 702B, отличавшаяся наличием в ступицах задних колес понижающих редукторов, что значительно увеличивало тяговое усилие трактора. Были еще и модификации с индексом BN. Модели 702BN и 703BN по сравнению с другими моделями имели иной карбюратор, впускной и выпускной коллекторы и были способны работать на тяжелом низкокачественном топливе. Также Fiat предлагал комплекты для переоборудования стандартных моделей 702 и 703. В источниках точно не указывается, но я думаю, что в таком комплекте был карбюратор с подогревом, ну и соответственно коллекторы иной формы. Такое решение, в частности, было на тракторе Case 2040, о котором я рассказывал в одном из прошлых видео. К 1925 году общее количество произведенных тракторов Fiat 702 всех модификаций составило около 2000 единиц. Интересно, что в середине 20-х годов за пределами страны этот трактор был даже более известен, чем у себя на родине. Тракторы серии 702 и 703 были одними из самых передовых тракторов своего времени, но они имели высокую стоимость. В связи с экономической нестабильностью и инфляцией в стране и наполнением итальянского рынка дешевыми подержанными американскими тракторами, у себя дома Fiat 702 продавался плохо.
Тем не менее, именно этот трактор заложил основу для развития итальянской тракторной промышленности. Компания продолжила совершенствовать модель 702 и вскоре выпустила новый трактор, который впоследствии стал самым популярным трактором Италии. Но об этом в одном из следующих выпусков. А на этом на сегодня все. Спасибо, что посмотрели. Всем счастья, радости, любви. Пока.